Представьте супермаркет, в котором витрины уставлены классической живописью в богатых золоченых рамах, в центре островок с редкими украшениями скиапарелли, ну а ближе к кассе разложены открытки и постеры современных художников. Представили? А что, если я скажу вам, что такой супермаркет существует? Сегодня пойдем на ярмарку Арт Москва, чтобы посмотреть, где и как продается искусство. Поставьте лайк этому видео, чтобы не потеряться. И поехали! Привет, друзья! Меня зовут Марина. Я увлекаюсь искусством и приглашаю вас в новое видео, где мы будем искать вдохновение, удивляться и раздвигать рамки прекрасного. Ну что, не успели нынешние стены развидеть все, что происходило здесь на Арт Раша, как зал снова наполнился каким-то просто невероятным количеством галерей и независимых художников. В этом году ярмарке исполняется 30 лет, и, наверное, с этим связан такой масштаб. Только представьте, друзья, сегодня здесь собралось более 180 лучших галерей. Коллекционеры, художники, кураторы, арт-критики и просто ценители прекрасного. В отличие от Арт Раша, где выставлялись только современные художники, здесь сегодня представлено и классическое искусство, и новое, и антиквариат, и модный дизайн, и даже ювелирное дело. В прошлом влоге мы с вами разбирались, чем же отличается традиционное и современное искусство. В комментариях было много противоположных мнений, и страсти там до сих пор не утихают. Если вы пропустили этот влог, обязательно загляните, там много интересного. Но я, как самопровозглашенный амбассадор современного искусства, конечно же рада, что прогрессивных взглядов становится все больше и больше. Друзья, на этом я умолкаю и оставляю вас разглядывать работы, стенды, людей и прочувствовать эту атмосферу. Подписала все галереи на случай, если вы найдете что-то и для своей коллекции тоже. Приятного просмотра! Смотрите, какая потрясающая кураторская работа и как работы вступают в диалог друг с другом. Это же просто отдельный вид искусства. Это нужно покупать вместе и вот так вот вешать. Я считаю, потрясающе просто. Вам же видно, тут у нас батюшка Трамп, а тут у нас дети демократии.
залипла на этом стенде от Института бизнеса и дизайна, не поняла, то ли мне страшно, то ли мне страшно красиво. Но все это напомнило идеи модного дома Маржела, вот эти лица, закрытые масками. Не знаю, как вам? Поделитесь. Называется «Тактильная книга». Можно посмотреть, из каких материалов вам предлагают сделать интерьер для дома. Как вам такое? Она мне буквально вчера ехала. Картина называется «Мы все танцуем на ладони Бога». Здесь очень разные моменты, очень разных сторон человека, и только вот Друзья, мне больше интересны современные авторы, поэтому я почти не показываю во влоге стенды с классикой. Покажу лишь несколько из тех, что захватили мое внимание. Я подумала вот о чем. Под прошлым влогом было много гневных комментариев о том, что современное искусство не может называться искусством. И это еще самые безобидные формулировки. Я пытаюсь понять возмущение художников с академическим образованием, когда их как будто ставят в один ряд с наивным искусством. Хотя кроме них самих никто и не сравнивает. Тут нет никакой борьбы. Искусство любое создано объединять, вдохновлять, вытаскивать общество из низких состояний и мыслей. Кроме того, искусство вариативно. В нем нет и не может быть ограничений, кому, как и чем творить. И если человек, который называет себя ценителем, оскорбляет современных художников, то в первую очередь, на мой взгляд, он оскорбляет себя самого. И, конечно, очень грустно видеть такую злобу в людях, которые вроде как вообще-то хотят нести в этот мир что-то светлое и доброе. Поделитесь, друзья, что вы думаете об этом, и давайте обсудим.
Друзья, на этом влог я заканчиваю. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Будем обсуждать, любите ли вы современное искусство или вы больше любите классическое искусство. Буду вам отвечать в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.